В другом месте мы познакомимся с нашим главным героем. Трусливый красный дракон по имени Летти, от которого только что отреклись родители после того, как он не смог защитить яйцо. Однажды ночью он заснул, в то время как должен был наблюдать за ним, в результате чего охотник смог прокрасться внутрь и украсть яйцо. Летти был таким жалким, что даже не стал спорить с охотником, чтобы вернуть его, потому что боялся, что ему причинят боль. А когда его отец вернулся домой, он сразу же отрекся от него, назвав позором всего драконьего рода. Теперь он впервые в жизни брошен на произвол судьбы в мире полном тайн. Но в отличие от других драконов, Летти послушна, слаба, и в целом ей сильно не хватает своих способностей. Взглянув на свое удостоверение личности, он задается вопросом, как, черт возьми, он собирается выжить с такими плохими характеристиками. Он думает, что если бы только у него было гнездо, в котором он мог бы спрятаться. И именно в этот момент его осенило. Летти помнит историю о 3 маленьких троллях, которые были самыми слабыми из мобов, но построили неприступную крепость и смогли прожить свои дни целыми и невредимыми. С этими словами Летти отправляется в одиночку на поиски своего нового идеального дома. Однако по пути беспомощного маленького недотепу ловят и отвозят на золотодобывающую шахту, где он просыпается в клетке, окруженный ликующими гномами, радующимися поимке дракона. 30 минут назад Летти наткнулась на гнома, когда искала город гномов. Однако жадные гномы сразу же подумали, что Летти, должно быть, пришла сюда, чтобы украсть их золото, и не успел он опомниться, как оказался запертым в клетке. Со слезами на глазах Летти обещает, что он просто хотел, чтобы они помогли построить дом, так как он слышал, что гномы действительно хороши в этом. Он заливается слезами и кричит, что просто хочет вернуться домой. А гномы останавливаются и смотрят на него, как будто говоря: «Братан, ты же дракон, отрасти немного смелости». После осознания того, что он является жалким подобием дракона, предводитель гномов говорит, что они построят ему дом. Но взамен он хочет сделать несколько ковриков для драконов из его, так как они продаются по бешеным ценам. Вожак начинает с того, что говорит, что ему нужны рога, а затем хвост, и далее перечисляет все части своего тела со зловещим оттенком. Летти впадает в неистовство, пытаясь придумать способ сбежать, и вспомнив, насколько жадны гномы, он обманывает их, заставляя думать, что кто-то это крадет их золото, давая ему как раз достаточно времени, чтобы убежать в лес, где он случайно сталкивается с охотником, укравшим яйцо. Однако в этот момент гномы, которые гнались за ним, догоняют его и вступают в драку с охотником, что дает Летти небольшой шанс сбежать. После нескольких часов бега Летти обнаруживает, что плачет в одиночестве в лесу, чувствуя себя таким безнадежным. Но как раз в этот момент появляется пара гарпий, которым становится жаль Летти. Он рассказывает им свою историю, пока они утешают его, а после они предлагают ему остаться с ними, так как их гнездо совсем опустело с тех пор, как улетели птенцы. Гарпии показывают ему гнездо на вершине дерева. Но Летти, будучи безнадежным драконом, еще даже летать не умеет, так что ему приходится карабкаться по всему дереву, используя свои когти. После того, как он достиг вершины, гарпии пытаются научить его летать с помощью крыльев и говорят ему слова ободрения. Летти спрыгивает и скользит по воздуху, вызывая улыбку на своем лице и заставляя гарпий гордиться собой. Все это длится около 3 секунд, пока он не падает ничком, забыв о самом важном правиле – махать своими чертовыми крыльями. Гарпии смеются, а Летти дуется от стыда и смущения. Тем не менее, у них появляется идея для него, и они предлагают ему отправиться в долину за ее пределами, где он может найти гигантский дуб, населенный гоблинами, которые, возможно, смогут ему помочь. Следующее, что мы видим, это как наступает ночь, а Летти висит на дереве за ногу вниз головой. Гоблины видят в Летти сочный драконий стейк, но при упоминании о гарпиях гоблины меняют свое отношение и отпускают его в качестве главного помощника гарпий. Они не хочу их разочаровывать. После того, как он поделился своей историей с гоблинами, они поощряют его продолжать путешествие и перестать быть таким слабаком, потому что он настоящий дракон. Летти продолжает свое путешествие и в конце концов оказывается в месте под названием Сахараджан, где ему предлагают поселиться в их доме. Однако Летти, осмотревшись вокруг, обнаруживает, что не может дышать под водой и даже плавать, и поэтому отклоняет предложение. Затем Летти советует отправиться на восток, к большому дереву Играсал, где он найдет великого архитектора по имени Диа, который даже помог им построить Сахараджан. Летти благодарит его и уходит, по пути встречая гномов, которые указывают ему правильное направление. Через некоторое время Летти наконец прибывает в пункт назначения. Однако именно тогда он сталкивается с командой героев, которые сразу же видят в нем угрозу, поскольку он дракон. Как только они достают оружие, к ним приближается таинственное существо со специальной книгой в руках и быстро расправляется с командой героя. Став свидетелем этой легендарной демонстрации силы, Летти теряет сознание, но через некоторое время приходит в себя, очнувшись от кошмара. Летти представляется седовласому эльфу и объясняет, что ему сказали, что в этом районе живет великий архитектор. Затем эльф рассказывает, что он и есть тот, кого Летти искала. Единственный и неповторимый Дерия. Летти застывает в недоумении, а затем горячо умоляет Дерию помочь ему найти дом.
Как человек, который много веков занимается недвижимостью, Дерия говорит Летти, что у него есть 3 варианта. Он может построить свой собственный дом, купить существующий дом или просто арендовать его у владельца недвижимости. Дерия рассказывает, что он одновременно является зарегистрированным архитектором и лицензированным агентом по недвижимости. И при таком количестве вариантов мозг Летти начинает танцевать диско, вероятно, думая, что Дея – это второе пришествие Иисуса. Но все это рушится, когда он вручает Летти свою визитку. И осмотрев ее, Летти видит, что на ней написано «Повелитель демонов», что по признанию Деи также является одной из его профессий. Дея спрашивает Летти, по какому пути он хочет пойти, чтобы обрести свой новый дом. Летти говорит, что он хочет маленький уютный коттедж. Но Дея не уверена, что что-то подобное могло бы вместить человека его габаритов. Проектируя коттедж, Дея сообщила Летти, что если он будет жить в таком доме, то будет все равно, что мертв. Далее он сказал ему, что герои могут просто ворваться внутрь и с помощью меча отправить его прямиком к жемчужным вратам. Услышав это, Летти задалась вопросом, сколько еще людей могут играть роль героев. Дерия объясняет, что в то время как охотники специализируются на охоте на нелюдей, герои – это кровожадные машины для убийства. Это отъявленные подонки, которые грабят, убивают, мародерствуют и даже помогают политическим группировкам. Вздыхая, Дарья говорит испуганной Летти, что им пора начать работать над тем, чтобы найти ему дом. С помощью заклинания быстрой телепортации Дарья переносит их к храму. Он рассказывает Летти об этой собственности, рассказывая, что она использовалась многими могущественными существами и содержит множество антигеройских контрмер. При входе в храм для экскурсии внутри Дерья предупреждает Летти, чтобы она была внимательна к своим шагам. Но Летти, будучи тупоголовой, как сэндвич с китом, уходит. Угодил в ловушку и обнаружил, что падает вниз. Когда Дерия прибывает на место происшествия, он сообщает Летти, что они находятся в подземном подземелье, оборудованном ловушками для антигероев. Несмотря на протесты Летти, Дерия настаивает на том, чтобы устроить ему экскурсию по всему дому и заверяет, что ему нечего бояться, поскольку заклинание воскрешения – одна из его специальностей. В конце концов, они оказываются в целебном бассейне, и Летти сразу же отправляется купаться. К сожалению, от глупости нет лекарства, так как Летти быстро тонет. Выбравшись из воды, Дарья говорит Летти, что ему пора возвращаться на верхний этаж. Когда Летти начинает подниматься обратно, группа странствующих героев замечает его и пытается напасть. Однако Дарья приходит, чтобы защитить его, и в очередной раз спасает его шкуру. Не имея возможности перекусить драконьим мясом для своих игр, герои в гневе поднимают арбалеты, чтобы попытаться убить Дерию. Повелитель демонов, даже не вспотев, быстро расправляется с героями, которые ему не равня, в то время как Летти возвращается на вершину. Увидев, что Летти совсем измучена, Дерия гладит его и говорит, что он хорошо поработал, заставляя Летти плакать, потому что его никогда не ценили. От своего собственного отца. Следующие пару дней Летти будет ходить как раненый солдат. Обеспокоенная Дерия спрашивает, все ли с ним в порядке, но Летти уверяет его, что его мышцы перестали сводить судороги и интересуется, куда они направятся дальше. Через мгновение Дерия рассказывает, что их следующий дом – это тот, к которому герои никогда не приближаются. И если он решит жить там, то больше никогда не будет чувствовать себя одиноким. Они приезжают на место, и Летти смотрит на дом с выражением ужаса на лице. Но потом он понимает, что это действительно дом ужасов, который называется «Особняк мертвых». Летти поворачивается, чтобы уйти, но Дерья тащит его за хвост и объясняет, что компания призраков – это здорово, потому что они никогда не станут его призраками. Когда Летти входит в особняк вместе с Дерьей, у него по спине пробегает дрожь. Что еще хуже, Дерья откровенно говорит Летти, что многочисленные попытки изгнать нечистую силу в этом доме не увенчались успехом. Затем он вручает Летти пылесос и сообщает ему, что поскольку они останутся здесь на ночь, он должен воспользоваться пылесосом в случае крайней необходимости. С этими словами повелитель демонов желает Летти сладких снов и выходит из комнаты. Через несколько секунд после ухода Дерьи Летти встречает парня из фильма «Обида». Перепуганный до смерти Летти выбегает из комнаты. В тускло освещенном коридоре он пытается найти дорогу к Дерье, когда понимает, что именно так умирают чернокожие парни в фильмах ужасов. Получив фонарик от призрака, Летти натыкается на комнату, которая выглядит хуже, чем подвал клавишного воина. Когда Летти пытается вернуться, он обнаруживает, что его поджидает армия призраков. У него не остается выбора. Он открывает дверь и падает в обморок, увидев ужасающего призрака. Когда Летти потеряла сознание, король призраков говорит Дерии, что он не ожидал, что дракон окажется таким милым. Встретив короля призраков по имени Сэмюэл, Летти обнаруживает, что призраки всего лишь пытались поздороваться с ним. Тем временем Сэмюэл размышляет о прошлом, вспоминая, как Дерия бродила рядом с драконом. Дерия отвечает, заявляя, что поскольку в прошлом у него был дракон в качестве компаньона, возможно, именно поэтому он питает слабость к Летти. Собравшись с мыслями, Летти говорит Дарье, что ему нужен дом, где он мог бы немного расслабиться. Понимая это, Дерия обещает помочь Летти найти дом по своему вкусу. На следующий день, когда Летти и Дерия возобновляют свое путешествие, Дарья
спрашивает Летти, удобно ли ему сделать небольшую остановку. Как послушная собачка, Летти соглашается, но спрашивает Дею о причине их остановки. Повелитель демонов говорит, что им нужно зайти в логово короны, что мгновенно заставляет Летти дрожать от страха. Жалким голосом он спрашивает Дерья, действительно ли им нужно зайти в другое страшное место. Когда Дерьё говорит, что поскольку такой бездомный неудачник, как он, не может позволить себе ночлег, ему пришлось одолжить у них одну из них. Вспомнив, как они оставили кровать в жутком особняке, Летти спрашивает Терию, не стоит ли им вернуться. Затем эльф достает сумку, которая удивительно похожа на карман Дариана, и говорит невежественному дракону, что в его сумке может поместиться любой предмет, независимо от его размера. Добравшись до места назначения, Летти и Дея заходят в пыльную пещеру, где сталкиваются с 3 уродливыми старыми писаками. Удивленная их внешним видом, Летти узнает от Дерии, что эти пожилые дамы — сестры Грей, известные своим мастерством в ремеслах. Женщины приветствуют Летти, объясняя, что обычно они не приветствуют новичков, но поскольку он похож на мерцающую лампочку, он им не угрожает. Женщины проводят Дерию и Летти через потайной вход в большую комнату, украшенную различными предметами. Летти выражает свое восхищение, а сестры с гордостью заявляют, что у них есть все, чего только можно пожелать, за исключением способа превратить Летти в крутую героиню. Пока любопытный дракон исследует выставочный зал, Дариус показывает ему дверь, показывая, что сестры искусны в создании достаточно больших дверей, чтобы соответствовать американцам. Наблюдая за дверью, Летти понимает, что на ней отсутствуют дверные ручки. Дерия объясняет, что дверные ручки продаются отдельно, и что, используя разные волшебные ручки, он сможет перемещаться в разные места. В восторге от идеи путешествовать без ходьбы, Летти вставляет дверную ручку. Однако начинает беспокоиться, когда открывается дверь в город гномов, которые очень расстроены перспективой остаться без драконьего супа. Заметив испуганное выражение лица Летти, сестры обращают его внимание на дверь, которая называется «Врата галантной леди». Когда Летти смотрит на прекрасную даму, нарисованную на двери, его сердце начинает танцевать брейк-данс. Внезапно галантная дама заговаривает с ним, пугая Летти. Дерия объясняет, что если Летти произнесет волшебное слово, галантная леди поможет ему телепортироваться в любую точку мира. Однако, если он будет тянуть слишком долго, она прочтет смущающее стихотворение, написанное самой Летти. Поскольку Летти проклята дерьмовой удачей, галантная леди объявляет, что время вышло, и продолжает читать вслух стихотворение, написанное Летти о том, что ей нужен злодей-дракон рядом с ним. Увидев, как Летти плачет от ужаса, Дерия жалилась над ним и предложила ему переключить свое внимание на камин. Летти сразу же начинает представлять свое будущее с камином. Однако его мечты разбиваются вдребезги, когда Дейрер обнаруживает, что камин невероятно тяжелый. И если он не съест на завтрак 10 бургеров Арнольда Шварценеггера, у него ни за что не хватит сил перенести камин на новое место. Усугубляя его страдания, сестры напоминают Летти, что ему нужен дом, где он мог бы наслаждаться камином. Найдя свою 13-ю причину, Летти разочарованно опускает голову, когда Дарья спрашивает его, не хотел бы он построить новый дом. Воодушевленные этой идеей, Летти и Дарья телепортируются на склон холма, откуда Летти может легко спрыгнуть, если жизнь станет слишком трудной для его крошечного мозга. Наслаждаясь пейзажем, Летти выражает свою заинтересованность в строительстве дома, когда внезапно понимает, что он разорен, как уверяет Тея Летти. Предполагая, что поскольку он живой, он бесполезен, его органы могли бы увеличить его ценность, если бы он просто перевернулся и умер. Не желая умирать, не надрав драконьих щек, Летти начинает дуться, что побуждает Дерию поинтересоваться, сколько у него денег. Достав свой бумажник, Летти вручает его повелителю демонов, который находит внутри единственный зуб. Летти взволнованно объясняет, что если он положит зуб под подушку, фея обменяет его на деньги. Как всегда невозмутимая, Дарья сообщает Летти, что таких вещей на самом деле не бывает, точно так же, как Санта-Клауса не существует. Прежде чем Летти успевает наброситься на него, Дея уверяет его, что его финансовые проблемы можно решить позже, и достает чертеж дома. Как только Дея объясняет Летти планировку и получает его одобрение, он хлопает в ладоши и вызывает гномов и больших зеленых огров, показывая, что это они, его низкооплачиваемым сотрудникам. Когда все готово, начинается строительство. Видя, что все работают, Летти пытается помочь, но с треском проваливается. Это заставляет Дерию задуматься о том, кто же так повлиял на генофонд Летти, что он стал таким жалким и неуклюжим. Однако, будучи сострадательным повелителем демонов, каким он и является, Дир убеждает Летти, что Рим был построен не за один день, и советует ему успокоиться. Спустя неделю Летти выражает огромную благодарность всем, кто построил его дом. Затем Дерия сообщает ему, что им нужно дождаться прибытия героев, объясняя свой план по уничтожению похитителей кислорода и продаже их оборудования. Когда Летти начинает волноваться, Дерия вызывает 3 усиленных монстров.
Поначалу напуганный, Летти удивляется, когда монстры начинают заискивать перед ним, радуясь возможности увидеть настоящего дракона. Дерия сообщает Летти, что монстры будут служить ему телохранителями, зарабатывая на жизнь сражениями с героями, а остальное пойдет на расходы по строительству. Пожелав Летти удачи, Дерия уходит, оставляя Летти наслаждаться своим новым домом. Однако вскоре появляются неприятности в виде героев, жаждущих битвы. Прежде чем битва может начаться, один из героев узнает в Летти дракона, который уничтожил его товарищей, заставив его отступить. В одночасье репутация Летти растет среди потусторонних существ, которые начинают обращаться к нему за помощью, называя его повелителем огненных драконов. Чувствуя себя ошеломленным своим новообретенным титулом, Летти решает уйти в супермаркет и никогда не возвращаться. Готовясь к отъезду, он встречает Дорогуша, который спрашивает, почему он покидает свой дом. Летти делится своей историей, объясняя, как его дом стал главной мишенью для героев, стремящихся исследовать его и грабить. Он выражает свое стремление к миру и спокойствию. Тронутый бедами Летти, Дорогуша обещает помочь ему найти идеальный дом. Оказавшись среди ледяных равнин Альп, Летти начинает понимать, почему многие бездомные в конечном итоге принимают фентанил. Он замечает, что Дери одет в теплую одежду и жалуется на то, что ему холодно. Не желая, чтобы Пита подала на него в суд за причинение вреда животным, повелитель демонов уверяет Летти, что он приготовил зимнюю одежду и для него. Достав из кармана свой дориум, Дорогуша дарит Летти наряд, который превращает его в большой мяч для игры в Машу. После того, как Летти правильно оделась, ее мозг начинает проясняться. Она спрашивает Дорогуша, почему они оказались посреди большого заснеженного поля. Повелитель демонов напоминает ему о его желании жить уединенной жизнью, вдали от героев и охотников. Так что может быть лучше, чем Северный полюс? Объясняя дальше, Дери рассказывает, что цена на землю здесь низкая, что сэкономит его кошелек. У Летти выступил пот, когда он понял, что повелитель демонов в некотором роде страдает аутизмом и любит доводить все до крайности. В завершении разговора Дери показывает Летти малобюджетный документальный фильм о жизни йети и среде их обитания. После просмотра фильма Дери говорит Летти, что если он хочет иметь дом, ему нужно начать усердно рыхлить землю. Сбитый с толку, Летти спрашивает, должен ли он работать один. Повелитель демонов говорит, что поскольку строительство иглу не требует затрат, он может начать работать сам. Под руководством Дери и благодаря упорному труду Летти им удается построить скромную иглу для Летти. После этого Дери предупреждает Летти, что самый сложный аспект жизни в изоляции – это выживание. Он советует Летти направить свой внутренний медвежий инстинкт в нужное русло и выложиться на полную в течение следующих 3 дней. У Летти замирает сердце, когда он понимает, что начинается новый этап развития персонажа. Прежде чем он успевает продолжить, Дорогуша показывает ему знак мира и телепортируется к чертовой матери. Одинокий и замерзший, Летти пытается найти себе еду. Заметив группу северных оленей, Летти пытается высвободить своего внутреннего хищника, но в итоге сам становится жертвой. После нескольких бесполезных попыток, Летти решает, что сейчас самое подходящее время сесть на диету. Однако возникает еще одна проблема, когда Летти обнаруживает, что совершенно сбита с толку. Когда начинает охватывать паника, Летти обнаруживает позади себя большого белого йети. Испуганная Летти недоумевает, почему за ним стоит отполированный монстр, если он даже не застрял в стиральной машине. Однако он быстро понимает, что монстр не собирается причинять вреда и приглашает Летти в свою иглу. Войдя, Летти видит, что Дея готовит ужин. Однако прежде чем Летти успевает устроиться, он замечает, что Дери сбросил свою рубашку и йети тоже разделся. К удивлению Летти, он видит внутри иглу гномов и героев абсолютно голых. Летти начинает паниковать из-за того, что боится, что его еда будет включать в себя соленую детскую подливку разных видов. Затем он открывает глаза и понимает, что все это было причудливым влажным сном. Когда Летти возобновляет поиски пищи, он натыкается на выброшенное яйцо. В его голове начинают появляться мысли о различных блюдах, которые он мог бы приготовить из этого. Но он быстро отбрасывает эту идею, вспоминая, как началось его неудачное путешествие, когда влажная салфетка украла его собственное яйцо. Отвернувшись, чтобы продолжить поиски дома, Летти внезапно осознает, что лед под ним треснул, и теперь его уносит прочь от суши. Хотя Летти проявляет милосердие к беспомощному яйцу, не все существа столь добросердечны. Вскоре Летти сталкивается лицом к лицу с огромным китом, который проглатывает его целиком за считанные секунды. Придя в сознание, Летти обнаруживает, что над ним нависает человек пепельного цвета. Собравшись с мыслями, Летти обнаруживает, что этого человека зовут Дэвид Джонс. Когда Летти понимает, что он находится глубоко внутри кита, он начинает паниковать. Видя, что Летти в беде, Дэви утешает его и показывает уютную комнату в желудке кита. Он объясняет, что поскольку кит то тут, то там проглатывает множество титаников. У него есть коллекция предметов, таких как драгоценные камни, столовые приборы, ингредиенты для приготовления пищи и чай. Пораженная всеми этими предметами, Летти решает исследовать китовый дом дальше. По мере того, как он осматривает прачечную, зону для приготовления пищи и ванную комнату, Летти все больше впечатляется.
В конце концов, он соглашается остаться с Дэйви на некоторое время, оценив комфорт и безопасность, которые обеспечиваются в чреве кита. После хорошего ночного сна Летти обнаруживает, что Дэйви точит свой нож. Холодок пробегает у него по спине, когда он думает, не собирается ли Дэйви съесть его сырым. Как раз в этот момент Дэйви радостно приветствует его, сообщая, что готовит для них завтрак. Понимая, что ему следует поменьше смотреть документальные фильмы о серийных убийцах, Летти извиняется и уходит в туалет. После завтрака Летти сообщает Дэви, что ему нужно уходить, упоминая, что его кто-то ждет. Понимая срочность ситуации, Дэви помогает Летти найти выход. Быстро приняв меры, они направляют баллончик с перцовым аэрозолем под ноздри кита, заставляя его сильно чихнуть, что позволяет Летти преодолеть инерцию и выбраться из чрева кита целой и невредимой. Приземлившись на плавающий кусок льда, Летти встречает тюленя. Он пытается использовать свои животные инстинкты, чтобы поохотиться и полакомиться тюленем, но терпит неудачу, когда тюлень бросает на него умоляющий взгляд своих больших щенячьих глаз. Пока Летти плачет от отчаяния, тюлень превращается в Дерю, который рассказывает, что все это было проверкой на то, способен ли он выжить на Северном полюсе. Позже в его иглу яйцо Летти трескается, открывая птицеподобное существо. Когда птенец видит Летти, он обращается к нему как к папе, в результате чего Летти протестующе кричит, что он даже не его ребенок. На следующий день Дарья телепортирует Летти в более теплое место, упоминая, что он знает несколько коммунальных квартир, которые бы ему подошли. Как раз в этот момент из сумки появляется цыпленок Летти и называет его папой. Наблюдая за этим, Дарья замечает, что в наше время отцы-одиночки не так популярны, как матери-одиночки. Расстроенный подразниваниями Дириса, Летти протестует, восклицая, что он не отец. Заметив, что Дарья ему не верит, Летти понимает, что ему нужно позвонить судье Джуди по этому делу. Вздохнув, Дарья объясняет дракону, что иногда, когда рождается существо, оно запечатлевается в первом человеке, которого видит. Однако, чувствуя себя виноватой и обремененной, Летти спрашивает Дарью, можно ли ему вырастить птицу. Надеясь развеять сомнения Летти, Дарья рассказывает историю, произошедшую много лет назад, когда исследователь нашел заброшенное яйцо, из которого вылупилась птица. Несмотря на попытки исследователя вернуть птицу в дикую природу, она продолжала следовать за ним повсюду, в конечном итоге заставив исследователя принять птицу за его собственный. Однако на этом история не заканчивается. После того, как исследователь ушел из жизни, птица, не способная осознать концепцию смерти, отказывается продолжать свою жизнь. Многие говорили, что птица и по сей день живет рядом с телом исследователя. Услышав эту страшную историю, Летти обмочилась от страха. Дарья далее сообщает Летти, что его птенец принадлежит к семейству птиц, обитающих вдоль рек в северном горном регионе. Как только птенцы становятся взрослыми, они становятся достаточно сильными, чтобы вызвать снежную бурю одним взмахом крыльев. Однако, зная, что он настоящий маппет и, скорее всего, все испортит, Летти говорит Дарье, что если птенец останется с ним, он в конечном итоге станет дегенератом. В одно мгновение Дарья телепортирует их к жилищному сообщению, показывая, что, возможно, он сможет найти родителя более подходит для того, чтобы вырастить его цыпленка. Осматривая это место, Летти выражает свое изумление инфраструктурой. Дарья сообщает ему, что если он решит жить в сообществе, это будет намного легче для его кошелька по сравнению с проживанием в отдельном доме. Кроме того, если ему станет плохо ночью, его соседи будут рядом, чтобы помочь ему. Прежде чем Летти сможет позволить себе помечтать, Дия быстро говорит ему, что большинство домов построены не для тех, у кого длинные ноги, как у папы. Любопытствуя, Летти спрашивает повелителя демонов, почему это так. Дия рассказывает, что поскольку крупным животным требуется больше места для жизнедеятельности, они редко живут в коммунальных домах, поэтому, естественно, спрос на них меньше. Их разговор прерывает группа диких героев, бегущих за парой монстров. Летти спрашивает Дарью, не стоит ли им вмешаться, но появляется гигантская птица-монстр и расправляется с надоедливыми незваными гостями. Дарья сообщает Летти, что в таких обществах домовладельцы заботятся о своих арендаторах. Узнав, что более слабые арендаторы находятся под защитой сильных домовладельцев, Летти расслабляется и обещает цыпленку, что найдет ему лучших родителей в мире, которых, как мы знаем, не существует. Имея в виду новую цель, Летти следует за Дией в квартиру, принадлежащую паре сросшихся Ортра. Летти с любопытством спрашивает Дирию, состоят ли они в браке. Дирия рассказывает, что на самом деле они родные брат и сестра, которым не удалось найти свою любовь, и в итоге они притворялись, что женаты друг на друге. Осознав, что это крайний случай милого дома в Алабаме, Летти содрогается от ужаса. Затем он выражает двуглавому существу свое желание, чтобы у маленького цыпленка был вечный дом. Но Артроу сообщают ему, что они не могут усыновить ребенка из-за ограничений по уровню шума. Заверяя Артроу, Летти говорит, что поскольку цыпленок еще маленький, он не будет сильно шуметь. Однако, как по команде, цыпленок издает леденящий кровь крик, что приводит к катастрофе. Быстро выбежав из квартиры, Летти и Дарья подходят к множеству различных существ, но все напрасно. Во время короткой передышки Дарья просит Летти, чтобы он просто позаботился о птице. Но Летти
качает головой, показывая, что птенец не захотел бы кого-то такого жалкого и слабого, как он. Дерия согласна с ним, но говорит Летти, что все, у кого плохие родители, в конечном итоге становятся великими комиками, так что это будет беспроигрышная ситуация. Их разговор внезапно обрывается, когда появляется медведица-монстр со своими детенышами. Дерия извиняется и уходит поболтать с медведицей, оставляя Летти с детенышами. Медвежата тепло приветствуют Летти, упоминая, что все только и говорят о нем и его птенце. Внезапно появляется уродливый монстр и требует, чтобы Летти отдала ему птенца. У Летти просыпаются отцовские инстинкты, и он пытается защитить и птенца, и медвежат. Как только Дерия возвращается и сообщает злобному монстру, что дракон, с которым он столкнулся, известен как повелитель огненных драконов, монстр быстро отступает. Позже повелитель демонов благодарит Летти за то, что она была хорошим отцом и защищала детенышей. Переполненная эмоциями, Летти решает оставить птенца и называет его Пип. После долгих странствий Летти жалуется повелителю демонов, что он потратил все деньги, которые заработал, продавая свои фотографии на сайте «Только драконы». Как всегда, олень остается невозмутимым, как огурчик, и говорит Летти, что они проведут день, зарабатывая немного денег. Интересуясь его перспективами на работу, Летти спрашивает Дерию, как он может предложить свои услуги. В ответ повелитель демонов рассказывает, что драконы всегда были популярны на черном рынке. Однако, не желая прибегать к продаже своих органов, чтобы оплатить обучение Пипа в колледже, Летти нервно спрашивает Дерию, может ли он что-нибудь сделать, пока еще жив. Не тратя больше времени на глупого дракона, Дерия телепортирует их на торговую марку. Увидев рынок, заполненный людьми, Летти инстинктивно ищет укрытие. Но Дерия уверяет его, что в этом свободном городе люди не подвергаются дискриминации по признаку вида или национальности. Далее он рассказывает, что из-за безопасности города сюда приезжают различные торговцы, чтобы продать свои товары. Некоторые предлагают свои обычные предметы защиты и зелья, в то время как другие торгуют запрещенными огурцами, если ты понимаешь, что я имею в виду. Не обладая достаточными мозгами для того, чтобы быть капиталистическим боссом, Летти говорит Дарье, что рынок – отвратительное место, и поворачивается, чтобы уйти. Однако, прежде чем он успел это сделать, Дарья схватила Летти за хвост и сказала ему, что такому разорившемуся неудачнику, как он, не стоит так сильно жаловаться. Опасаясь за свою жизнь, Летти пытается протестовать, напоминая Дарье о несчастных героях. Указывая на клетку, полную героев, Дерия сообщает ему, что на рынок не пускают шизофреников, которые не принимают лекарства. Убедив Летти, Дарья ведет его на встречу с совой по имени Алан, чтобы предложить работу. Однако Алан отказывает ему, заявив, что не нанимает новичков без рекомендательного письма. Как только они поворачиваются, чтобы уйти, Пип что-то говорит Алану на птичьем языке, и тот меняет свое мнение. Алан сообщает Летти, что Пип замолвил за него словечко, так что теперь он должен нанять его. В качестве его первой работы Летти поручено вырезать блоки из деревьев и камней. Задаваясь вопросом, зачем кому-то понадобились блоки, Летти обращается к мудрому повелителю демонов, который рассказывает, что многим искателям приключений нравится строить дома или инструменты из блоков подручных материалов. Поняв все, Летти приступает к работе и после целого дня тяжелого труда получает одну монету. Как проницательный капиталист, Алмонд говорит расстроенной Летти, что если он хочет зарабатывать больше, чем нужно, то должен работать быстрее и качественнее. Пока Летти рыдает из-за того, что не может прокормить Пипа, Алмонд жалуется над ним и назначает Летти администратором в отеле. Однако в первый же день Летти отпугивает почти всех посетителей. В конце концов, Летти возвращается к Аману и просит другую работу. После того, как Аман сказал, что он заноза в заднице, Дериус выходит вперед и говорит Летти, что ему следует найти работу, которую может выполнять только он. Следуя за повелителем демонов, Летти с любопытством спрашивает его, что у него на уме. Затем Дерья рассказывает, что Летти может предложить услуги посредника. Поняв задачу, Летти встречается со своим первым клиентом, Робертом, учеником мага. Будучи заядлым Фури, глаза Роберта начинают сверкать, когда он видит перед собой дракона. После того, как он успокоил свою возбужденную лапшу, Роберт рассказывает о своем бизнесе. Он говорит Летти, что хочет, чтобы он притворился, будто это он его вызвал. Как только Летти соглашается, Роберт звонит своим друзьям, чтобы поиграть с ними. Однако, когда появляется Летти, его друзья остаются невозмутимыми. Почувствовав беду, Пип кричит изо всех сил, заставляя магов падать в ужасе. Сбитый с толку поведением Пипа, Летти узнает от Дарьи, что его птенец просто хотел помочь своему отцу. Получив деньги, Летти ухаживает за своим следующим клиентом, в то время как Дарья присматривает за Пипом. Именно тогда женщина, оставшаяся без отца по имени Лилит, обращается к повелителю демонов в попытке возвысить его. Она сказала Дарье, что когда она услышала о необычном дуэте эльфа и дракона, то сразу поняла, что это он. Будучи альфа-самцом, Дерия хладнокровно рассказывает, что он ищет дом со своим другом-драконом. Это заставляет Лилит еще больше желать белого соуса Дарьи, поскольку она вспоминает старые воспоминания о том, как он впервые стал повелителем демонов. Как оказалось, Дарья была выбрана повелителем демонов с помощью лотерейного автомата. Однако, не имея никакого интереса править уродливыми тварями, Дарья пытается отказаться от этого титула. Это удивляет Лилит, которая когда-то была молодой гадалкой. С любопытством она спрашивает Дарью, чего он хочет, и узнает, что эльфу просто интересно читать энциклопедии о глупых животных.
Когда Дарья поворачивается, чтобы уйти, агентство Темного Лорда силой приводит его в башню Повелителя Демонов на его инаугурацию. Однако, вместо того, чтобы сидеть спокойно, Дея убегает, заставляя Годфри Великого Камергера и его головорезов искать его по всему дворцу. Каждый раз, когда они пытаются добраться до Деи, эльф неосознанно активирует заклинание защиты от вторжения, заставляя Годфри и его людей сильно страдать. В конце концов, агентство разрешает ему уйти. В настоящее время Лилит понимает, что Дерии потребуется еще 100 лет, чтобы посвятить себя ей, поэтому она в конечном итоге уходит. Тем временем Летти зарабатывает себе на жизнь и направляется умыться, когда к нему подходит мужчина. Он просит Летти помочь отнести кое-какие вещи в хижину на окраине города. Не имея ни малейшего представления об опасности незнакомцев, Летти соглашается и прибывает в тенистую часть города, где оказывается в плену. Когда злые люди бросают Летти в карцер, он говорит Пипу оставить его и сбежать. Но вместо того, чтобы послушаться своего отца, Пип побуждает Летти сражаться «Возвращаюсь». Разгоряченный Летти игнорирует все угрозы, которые ему угрожали его похитители, и предпринимает попытку вырваться на свободу. При попытке разрушить тюрьму его ловит несчастный на вид Арабас и велит Летти замолчать, но испуганный дракон умоляет его не превращать его в крутое оружие. Сбитый с толку поведением Летти, Арабас спрашивает его, не нужна ли ему еда для детеныша. Воспользовавшись этой возможностью, Летти рассказывает лошади, как ему нужно выбраться из тюрьмы, поскольку его кто-то ждет. Арава плавно открывает дверь, показывая, что она все это время была не заперта. Он говорит Летти, что если ему так сильно хочется уйти, то он может это сделать, однако прежде чем уйти, ему следует познакомиться с остальными. Это пугает Летти, которая задается вопросом, не поджидает ли по ту сторону двери большой черный волк, покрытый маслом, чтобы наброситься и растерзать его зад. Когда Аурабас открывает дверь в другую камеру, Летти обнаруживает группу ничем не примечательных преступников и расслабляется. Познакомившись со всеми, Летти узнает, что Аурабас известен как Стив. Во время разговора с Аурабасом Летти узнает, что все они пленники. Он спрашивает Стива, пытался ли тот когда-нибудь сбежать. Аурабас рассказал ему, что подземелье является частью боевой арены, которая имеет свои преимущества. Не будучи убежденной, Летти пытается сказать Стиву, что позже у них могут возникнуть какие-то проблемы, но Стив усмехается и показывает Летти джакузи. В конце концов, кому нужна свобода, когда у тебя может быть джакузи? После этого он ведет Летти в тренажерный зал, показывая, что ему никогда не придется беспокоиться о том, чтобы стать таким же толстым неудачником, как он, поскольку он может тренироваться в любое время, когда захочет. А для развлечения у них есть первоклассный театр. Побывав в подземелье, Летти понимает, что эти уродливые второстепенные персонажи живут лучшей жизнью по сравнению с ним. Отбросив негативные мысли, Летти напоминает себе, что аниме все еще названо в его честь. Всеобщее внимание привлекает звон колокольчика, когда тюремщик приказывает Летти готовиться к битве со скелетами-нежитью. Прежде чем у Стива появляется возможность засыпать Стива вопросами, Летти выводит на арену, где диктор энергично приветствует зрителей и сообщает, что в сегодняшнем шоу зрители будут армия нежити столкнется с драконом. Когда Летти появляется на арене, за ним гонятся братья-скелеты. Повернувшись, чтобы перебежать на другую сторону, Летти случайно бьет скелетов хвостом, побеждая их всех. Вернувшись в подземелье, Летти находит братьев-скелетов живыми и невредимыми. Заметив удивленное лицо Летти, Стив говорит ему, что их шоу составлены по сценарию, и показывает, что они основывают свои матчи на коэффициентах ставок, чтобы обеспечить заведению убийственную прибыль. Их разговор подходит к концу, когда Стив уходит от Летти, напоминая ему, что люди и монстры могут сосуществовать. Позже приходит Летти и обнаруживает, что кроватка Пипа пуста, что приводит его в панику. В его безумном состоянии тюремщик отводит Летти к Пипу, рассказывая, что когда он был на арене, он заказал лед для Пипа. В этот момент Летти ловит себя на том, что вспоминает слова Стива. Найдя Пипа, Летти пытается закрыть глаза, когда задается вопросом, что же Диа должно быть делает без него. Вернувшись на рынок, Дерия наслаждается своей жизнью в полной мере. Он участвует в соревнованиях по выпивке и побеждает всех. Спустя 10 дней Летти начинает раздражаться, когда Дерия не появляется, чтобы спасти его. Внезапно появляются тюремщики и сообщают монстрам, что Маркграф умер, а его старший сын теперь хочет, чтобы всех подвергли эвтаназии. Прежде чем Летти сойдет с ума, монстры готовят план побега. Когда ангелы смерти прибывают, чтобы убить их, они успешно разрушают их планы. Однако как раз в тот момент, когда группа Летти собирается совершить побег, они оказываются окруженными группой солдат. Прежде чем они смогут причинить вред Летти или монстрам, появляется Дерия и накладывает на них усыпляющие заклинания. После прибытия в безопасное место, Стив и остальные монстры решают стать бродячим цирком, в то время как Летти продолжает свое путешествие с Дирией. Во время их путешествия Летти зевает и говорит Дарье, что в последнее время он не высыпается. Видя, как дракон дергается во сне,
Дарья просит Летти немного поспать. С этими словами Летти хватает подушку и переносится в страну, где он путешествует с женщиной-повелительницей демонов, которая строит грандиозные планы. Тем временем Пип замечает птицу, летящую в небе, и спрашивает Диа, можно ли ему пойти поиграть. Сказав птенцу, чтобы тот остерегался незнакомцев, Диа разрешает Пипу побродить по лесу. Когда Пип впервые самостоятельно исследует лес, он натыкается на грустного маленького человечка. Увидев, что мужчина плачет, Пип решает сунуть нос не в свое дело и спрашивает мужчину, почему он плачет. Мужчина представляется мистером Лепреконом и рассказывает, как однажды он жил в ботинке, пока проходящий мимо герой не раздавил его ногой, а затем выбросил ботинок в реку, оставив его и его друзей без крова. Выслушав печальную историю мистера Лепрекона, Пип сказал ему, что он поможет им, и рассказал, что его отец тоже ищет дом. Сбитый с толку тем, зачем дракону нужен дом, мистер Лепрекон с любопытством спрашивает Пипа, почему его отец ищет дом. В ответ Пип с гордостью рассказывает, что все это является частью плана его отца по мировому господству. После их разговора Пип берет мистера Лепрекона на руки и помогает ему воссоединиться со своим другом-неудачником. Как раз в тот момент, когда оба Лепрекона выражают желание остаться в старых кожаных ботинках, Пип замечает героя в кожаных ботинках. Поскольку он родился с большими стальными шарами, Пип говорит им, что они попытаются украсть ботинок героя. Это заставляет Лепреконов волноваться, так как они говорят Пипу, что если они попытаются украсть ботинок героя, то окажутся без головы в канаве. Однако Пип уверяет их, что все будет хорошо. Преследуя определенную цель, Пип запрыгивает на дерево и направляет армию червей в сторону героев, заставляя их в панике бежать. Среди всего этого хаоса один из героев оставляет свой ботинок, который Лепреконы быстро объявляют своим новым домом. Услышав голос Летти, Пип бросается в любящие объятия своего отца. После этого Летти жалуется Дерья, что ему не следовало позволять своему драгоценному сыну бродить по лесу. На что Дерья отвечает, что когда он рос, ему постоянно приходилось сталкиваться с кровожадными существами. Любопытно, что Летти спрашивает его, почему он жил в такой опасной среде. Дарья рассказывает ему, что он учился у мастера, который жил в дикой местности. Узнав, что у Дарьи было целое детство, Летти, которая ранее верила, что ни одна дыра в мире не была бы достаточно прочной, чтобы породить повелителя демонов, и что он только что появился на свет, спрашивает, дай мне побольше узнать о его жизни. После того, как Летти узнала, что эльфы страдают социальным аутизмом, на ее губах появилась зубастая улыбка. Он говорит Дее, что не может представить его нормальным маленьким мальчиком. Заметив нетерпеливый взгляд Пипа и Летти, а также глаза Дарьи, рассказывает им о своем детстве. 1000 лет назад, в своем стремлении к знаниям, Дарья попыталась построить себе библиотеку на старом дереве Эгг Рассел. Однако после неудачи эльфы-бумеры отправили его за границу учиться под руководством гигантского змея, который, как известно, так же стар, как дерево Игдрасиль. После утомительного путешествия Дарью встречает змей Ярмандер, который становится его хозяином на долгие годы. Однако Дерия постоянно сталкивается с проблемой разрушения своего дома ничего не подозревающим змеем. Это побуждает Дарью проявлять интерес к строительству домов. Благодаря тому, что сестры Грей одолжили ему материалы, Дарья в конце концов смогла построить идеальный дом после нескольких неудачных попыток. Покинув защиту своего хозяина, Дарья становится повелителем демонов и сталкивается с черным драконом с отрицательным IQ по имени Варни. Ошеломленный тем, что могучий черный дракон заикается как социально неловкий придурок, Дарья говорит Варни расслабиться, что только усиливает его беспокойство. Успокоившись, Варни наблюдает за эльфом и задается вопросом, действительно ли похожий на ловушку человек повелитель демонов. Тем временем Дарья пытается сбежать, говоря Варни, что он не повелитель демонов, но Варни отказывается сдаваться и говорит Дарье, что ему отчаянно нужна помощь. Наблюдая за внешностью Варни, Дарья понимает, что он и есть тот самый черный дракон, за которого герои назначили награду. Похвалившись своими способностями, Варни просит Дарью помочь ему найти недвижимость. Но повелитель демонов предлагает ему обратиться к агенту по недвижимости, в отличие от него самого. Это приводит Варни в бешенство. Он сердито смотрит на Дерию и обвиняет его в грубом увольнении, несмотря на его вежливый подход. Не обращая внимания на попытку Варни запугать его, Дерия говорит ему, что так просить о помощи нельзя. Затем Варни меняет свой подход и катается по земле, умоляя о помощи. Видя, как такое могучее существо, как он, ставит в неловкое положение себе подобных, Дерия испытывает вторичное смущение, когда из ниоткуда появляется Джармандер. Она убеждает Дерию помочь Варни, заявляя, что он проделал весь этот путь специально для того, чтобы попросить его о помощи. И таким образом, чтобы развить сюжет, Дерия неохотно соглашается помочь Варни. Прибыв в крепость Кей, также известную как крепость гильдии героев, Дерья спрашивает, зачем Варни там нужна собственность. Варни рассказывает, что по
поскольку он не может создать дом из своей задней части, как истинный повелитель демонов, им просто придется захватить собственность какого-нибудь жалкого человека. Недовольный этой идеей, Дерия поворачивается, чтобы уйти, когда Варни хитроумно говорит ему, что он сообщит их учителю о своем отказе участвовать в этом. Помогите. В конце концов, Дерия неохотно подчиняется плану Варни и вступает в гильдию в стиле ФБР. Когда толпа отчаянно пытается спастись бегством, Варни объявляет, что может быть он и негодяй, но у него есть мораль. Он просит всех хорошеньких дам уйти, чтобы он мог избавить мир от уродливых девушек с огромными спинами и мужчин с залысинами. После своего заявления Варни дает волю своему пламени, сжигая эстетически неприятных личностей, присутствующих перед ним. Однако при исполненной решимости спасти свою репутацию, герои пытаются дать отпор. Териус вмешивается и использует свою магию, чтобы обезоружить их, побуждая Варни поболеть за него. Он с гордостью показывает всем, что он большой и злой повелитель демонов. Это приводит в ужас всех героев, так как повелитель демонов только что стал легендой прошлого. Разобравшись с надоедливыми людьми, Дерья поворачивается, чтобы уйти. Он говорит Варни, что поскольку он собирается сделать крепость своим домом, его работа закончена. Но на этой ноте Варни бодро рассказывает, как он хочет осмотреть недвижимость на пляже. Расстроенный выходками Варни и его постоянным проявлением неуважения, Дарья говорит ему, что он презирает таких существ, как он, но Варни парирует в ответ, советуя Дарье приберечь тявканье для своих синеволосых терапевтов. После того, как они поссорились как две супружеские пары, Дерия посоветовала Варни просто построить дом, который был бы дружелюбен к драконам. Убежденный этой идеей, Варни с любопытством спрашивает его, что он имеет в виду. Повелитель демонов рассказывает, что он раздобудет у своих друзей кое-какие материалы, а затем попросит его попрыгать на них, чтобы посмотреть, выдержат ли они его вес. Однако Варни говорит Дарье, что им не стоит беспокоить его друзей, когда они могут просто использовать НПК. Сказав достаточно, Варни и Дарья отправляются в приключения, разрушая несколько крепостей, чтобы проверить, смогут ли они противостоять мощи дракона. Проведя обширные исследования, Дерри обнаруживает, что дракон не может жить в месте, построенном для людей. В заключение Дериус предлагает Варни заплатить гномам, чтобы они построили для него огромный особняк. Однако Варни напоминает ему, что в его плане есть небольшая заминка, поскольку известно, что гномы терпеть не могут драконов. Их разговор обрывается, когда Варни импульсивно нападает на другую крепость без всякой причины. Однако на этот раз олень отказывается ему помогать, что расстраивает Варни. Когда он пытается словесно оскорбить повелителя демонов, олень в ответ называет его бездомным неудачником. Во время их жаркого пара людей расстается с жизнью, но это нормально, так как Дерья узнает от Варни, что их работа как главного JS заключается в защите монстров от кровожадных героев. После того, как он успокоил свой гнев по отношению к Варни, Дерья спрашивает его, зачем ему нужен дом. Дракон рассказывает, что он становится старше и еще ни разу не хлопал в ладоши самки дракона. Если бы у него был собственный дом, он был бы счастлив, если бы у него была своя семья. Когда Дерья понимает, что Варни хочет, чтобы он помогал тем, кто уступает ему в силе, он смеется и обещает дракону сделать все, что в его силах. Почувствовав облегчение от этого, Варни улетает в надежде найти дом, где можно отдохнуть. В настоящем Дарья находит Пипа и Летти измученными и говорит им, что он расскажет о еще 100-м годах своей жизни в другом видео. К несчастью для Дерья, охотник Хьюи натыкается на его след и ставит целью своей жизни выследить его. Он вспоминает, как несколько месяцев назад он только что закончил работу, которая включала в себя кражу драконьего яйца, и разбил лагерь неподалеку от Шахт-Зата, когда его первый столкнулся с красным драконом. Видя, что дракон ведет себя как настоящий соевый мальчик, Хьюи приходит к выводу, что он, должно быть, является новым видом красного дракона. Поскольку Летти не может ни драться, ни летать, Хьюи взволнованно говорит Альберту, своему сообщнику по преступлению, что они спустят с него шкуру, как только в следующий раз его заметят. После этого оба охотника посвящают своей жизни поискам Летти. Они прибывают в храм осени в надежде поймать Летти, но обнаруживают, что дракон уже улетел. Это расстраивает Альберта, который говорит Хьюи, что им следует просто ограбить храм, но Хьюи напоминает ему, что они подонки с моральными устоями. Они могут воровать только тогда, когда этого требует работа. Увидев следы, ведущие в лес мертвых, Хьюи пугается, но Альберт успокаивает его, что все истории о привидениях в лесу такие же фальшивые, как любовь влиятельной женщины из Инстаграм к мужчине средних лет с яхтой. Однако мысль о том, чтобы войти в мертвый лес, не нравится охотникам, и в итоге они находят другой маршрут, который приводит их к дому на холмах. Наблюдая за домом, Хьюи задается вопросом, действительно ли дракон живет так цивилизованно. Это расстраивает Альберта, который советует Хьюи не создавать стереотипов о расах. Он напоминает ему, что сестры Грей дали им карту, заявив, что с ее помощью они найдут дракона. Пока Хьюи готовится к вторжению, ему напоминают о его морали. Он говорит Альберту, что тот может вторгнуться только в две вещи – в свою маму и в логово. Услышав эту ужасную шутку про маму, Альберт решает сделать передышку и просит Хьюи присоединиться к нему. Когда они расслабляются, то замечают,
наблюдают, как герои с легкостью входят в дом. Заинтригованные охотники заглядывают внутрь и становятся свидетелями нападения монстров на героев. Монстры рассказывают, что их босс, повелитель огненных драконов, в настоящее время занят своим планом мирового господства. Услышав историю о могуществе красного дракона, Хью и Альберт спешат в ближайшую гильдию. Они предупреждают искателей приключений о повелителе огненных драконов и его коварном плане мирового господства, который повергает их всех в панику. Так вот, слухи о том, что Летти дракон-чад, распространяются со скоростью лесного пожара. На следующий день Хью и Альберт поджидают Летти, чтобы устроить засаду, но обнаруживают, что он изрыгает огонь на группу бандитов. Напуганные, оба охотника решают отступить и поохотиться на дракона в другой раз. На самом деле, именно магия повелителя демонов уничтожила бандитов. После того, как они уничтожили своих врагов, Летти и Дирия начали рыться в своих товарах и наткнулись на связанную человеческую девушку в одной из коробок. Когда девочка просыпается, она обвиняет Летти и Дирию в ее похищении, показывая, что она дочь человека с исключительно длинным именем. Вмешиваясь, Дирия уверяет Нел, что Летти не стала бы похищать такую уродливую девочку, как она. Доверяя словам Дии, Нел признается ему, что сбежала из дома и ищет место, где можно спрятаться от тех, кто ее преследует. Когда Дея телепортирует их в пещеру, Нел выражает желание принять ванну. Дея пытается исполнить желание Нел, но терпит неудачу. В конце концов, Летти кипятит воду, чтобы Нел могла искупаться. Успокоив нервы, Нел рассказывает, что сбежала из дома, потому что отец съел ее кекс, не спросив разрешения. Внезапно появляется группа героев, обвиняющих Летти в похищении принцессы. Прежде чем они успевают задержать Летти, появляется Дерия и расправляется с ними. Позже Летти приглашает Нел путешествовать с ними, пока она не почувствует, что готова вернуться домой. Нел с улыбкой соглашается, но быстро возвращается к своему капризному состоянию. На следующий день Дарью видели нянчащейся с Нел. Он спрашивает, хорошо ли она спала, и принцесса с гордостью сообщает, что привыкла к походам на природе, убирая двуспальную кровать обратно в сумку Дори. Меняя тему, Нел спрашивает его, почему Летти так себя ведет, но затем предполагает, что это потому, что Летти нужно отдохнуть. «Откладывай яйца». Услышав это, Летти кричит на Нел, напоминая ей, что он мужчина. Дериус вмешивается и говорит принцессе, что Летти на взводе, потому что он просит его решить, по какому объекту он хотел бы совершить экскурсию в следующий раз. Прежде чем Нел успевает образумить большую ящерицу, появляется Джин по имени Нашим. Он говорит, что он консультант по налогам в налоговой службе и пришел узнать о неуплаченных подоходных налогах Летти. Далее он объясняет, что с тех пор, как Летти покинула родительский дом, он теперь обязан платить налоги. Тема налогов сбивает Летти с толку, поскольку он помнит только, что в школе ему рассказывали о митохондриях, которые являются энергетическим центром клетки. Вздохнув, Нэшем решает помочь Летти и берет его с собой, чтобы подать налоговую декларацию. Вручив ему бланк, Нэшем сообщает Летти, что ему нужно написать о своей работе. За это время Нел успевает просмотреть его служебную карточку и высмеивает Летти за то, что она такая жалкая неудачница, как дракон. Вернувшись со своим бланком, Нэшем сообщает Летти, что он имеет право подать заявление на получение пособия на ребенка. После обсуждения всего, Летти поворачивается, чтобы уйти из Вайриа, и Нэшем обсуждает различные виды налогов, которые Летти должна платить. В этот момент Летти осознает, что слышит, как Дерья и Нашем разговаривают, но не может понять ни слова из того, что они сказали за последнюю минуту. После того, как он очнулся от своей мини-кома, Нел сообщает Летти, что они с Пипом пошли дальше и выбрали для него недвижимость для экскурсии. Дерья присоединяется к их разговору и рассказывает, что недвижимость находится в королевском городе. Понимая, что теперь они полностью обречены, Нел и Летти с тревогой пробираются по канализации. Когда они добираются до подземного подземелья, Нел понимает, что это то же самое подземелье, которое используется для обучения героев. Это удивляет Летти, но Дарья быстро все понимает. Он объясняет, что поскольку известно, что монстры обитают в подземельях, король решил построить тренировочный комплекс, где герои могли бы тренироваться с настоящими монстрами. В заключение Дарья говорит Летти, что если он решит жить в этом подземелье, то станет государственным служащим. Но Летти понимает, что он сам сказал, что не доживет до следующего дня, если останется здесь. Когда Нел и Пип взволнованно отправляются исследовать подземелье, Летти неохотно следует за ними. После неудачной попытки найти золотой гроб посреди коридора, Нел понимает, что все, что она знала о подземельях, фальшивка. Несмотря на то, что она знает, что ее жизнь сплошная ложь, она решает двигаться дальше. По пути банда встречает множество монстров, пока они наконец не добираются до зоны босса. Однако, когда Летти не может открыть дверь, Дерриер сообщает, что им понадобятся необходимые предметы, чтобы продолжить путь. Услышав это, Летти чувствует, что подземелье выглядит ужасно знакомым. Дерриер сообщает ему, что подземелье было создано человеком, который создал храм осени. Не впечатленные этой информацией, Летти, Нел и Пип находят ключ, чтобы открыть дверь. Но внезапно потолок начинает опускаться прямо на них.
В этот момент Пип находит потайную дверь, которая ведет группу в королевский замок, к большому неудовольствию Нел. Полагая, что Летти, ныне известная как повелительница огненных драконов, держит принцессу в заложницах, рыцари окружают его, готовые расправиться с ним. Тем временем Летти ломает голову, пытаясь найти причину, по которой он оказался в такой ситуации. Дирия быстро помогает ему подвести итоги, рассказывая, что после того, как он вошел в замок, он столкнулся с группой героев, о которых позаботился с помощью своей магии. Однако люди интерпретировали эту ситуацию как попытку пылающего дракона захватить замок, что привело к их нынешнему затруднительному положению. Пока Летти размышляет, может ли ситуация стать еще хуже, Дирия рассказывает, что король считает, что он похитил Нел. Услышав это, Летти просит Нел устранить недоразумение, но соплячка обрывает его, говоря, что она не будет разговаривать со своим отцом, пока он не извинится перед ней за то, что съел ее кекс. Вздохнув, он поворачивается к Дирии и просит его просто телепортировать их отсюда, но повелитель демонов говорит, что они не могут этого сделать, так как замок защищен от магии телепортации. Будучи единственным, у кого есть мозги, Дирия объявляет, что они будут строить свою собственную линию обороны. Он посылает Пипа уничтожить охранников своим предсмертным криком, пока они блокируют все внешние ворота. Теперь, когда все важные точки доступа находятся под их контролем, Нел и Пип начинают праздновать победу. Тем временем Дирия объявляет, что следующим этапом их плана является принятие контрмер. Однако, прежде чем Нел сможет присоединиться к Дирии, Летти говорит ей держаться подальше, напоминая, что в конце концов они будут сражаться против ее отца. Раздосадованная Нел говорит, что собирается изменить сценарий и создать проблемы между отцом и дочерью. Это будет дань уважения всем голубоволосым девочкам, у которых проблемы с папой. Далее принцесса говорит Летти, что она не сможет простить себя, если оставит своих друзей в трудную минуту. Уважая решение Нел, Летти присоединяется к Дарье, когда они готовятся к атаке. Дарья призывает гномов, которые помогают им бросать камни в авангард королевской армии. Видя, что исход битвы складывается в их пользу, Нел уверенно предсказывает, что ее отец вскоре прикажет армии отступить. Однако, по мере того, как день переходит в вечер, Нел и Летти начинают уставать в ожидании вывода армии. В конце концов, Нел не выдерживает и проклинает Дарью за то, что она позволила гномам вернуться домой. Дарья защищает свои действия, подчеркивая свою приверженность уважительному отношению к своим сотрудникам. В поисках новой стратегии Дарья решает использовать опускную решетку, чтобы заманить солдат в ловушку. К сожалению, их план рушится, когда солдаты начинают взбираться на стены. Не имея выхода, король обращается к огненному дракону, призывая его вернуть его дочь целой и невредимой. Увидев слезы Нел, Летти понимает, что отцу и дочери пора помириться. С помощью Дирии Летти заманивает короля в комнату, где он находит Нел и заключает ее в объятия. Тем временем Летти рассказывает Дирии, как он наконец осознал, что его отец выгнал его из дома ради его же блага. Это заставляет Дириуса гордо улыбаться. После примирения с дочерью король признает Летти настоящей жертвой в сложившейся ситуации и извиняется перед ним. Он спрашивает Летти, не хочет ли он получить место в подземелье, но Летти нерешительно отвечает ему, что он хотел бы поискать другое место после всего этого фиаско. Понимая серьезность ситуации, король предлагает Летти немного волшебной пыли, которая позволяет ему летать. Тем временем Нел дарит Летти осколок волшебного камня, а вторую половину оставляет себе. Она объясняет, что эта связь всегда будет связывать их вместе.